дорогие друзья! Меня зовут Виктория Андерсон, я специалист позитивной психологии, женский коуч, основатель школы осознанного питания Nordic Balance и диетолог. И сегодня я хочу с вами поговорить о ситуации, в которой мы все сейчас находимся. Мы все сейчас, весь мир в большей мере или в меньшей находится в карантине, на карантине. Мы все закрыты, мы сейчас как бы в одной лодке. И многие из нас начинают впадать в депрессию или у них какое-то плохое настроение. И это нас всех, вот эти вот все страхи приводят к стрессу. А что такое стресс? В чем проявляется стресс? Правильно? Стресс возбуждает аппетит. И многие из нас начинают себя утешать какими-то булками, пончиками и набирают те килограммы сброшенные, с каким они трудом так долго шли к своему какому-то идеальному весу, пришли к какой-то цели, и вдруг эти килограммы начинают потихонечку к ним возвращаться. И поэтому я очень хотела записать сегодняшнее это видео, потому что одна из моих учениц из Москвы, ее зовут Наталья, она мне сегодня сказала интересную фразу. Говорит: Виктория, сейчас весь мир борется с вирусом, и как только мы его победим, весь мир начнет бороться с лишним весом, с лишними килограммами. Золотые слова. И поэтому я вас всех сегодня призываю не заедать этот стресс. Пожалуйста, пересмотрите мои видео, ссылочку дам на них внизу, которое называется, одно из них называется «Эмоциональный голод», где вы посмотрите и как бы оцените, голодны ли вы действительно, или это вы заедаете свое плохое настроение и набираете килограммы. Не нужно этого делать, пожалуйста. Давайте переживем эту ситуацию, в которой мы сейчас все находимся, на каком-то позитиве. Ведь негатив еще никогда не спасал ни от какой инфекции или вируса, или от какой-то болезни, а наоборот, может быть, усугублял всю ситуацию. Говорят же, все болезни от нервов и от стресса. Так что давайте настроимся все на позитив и будем нашу вдруг вынужденную свободу использовать с пользой для нас всех. К чему я призываю, опять же. Хочу сказать вам, если в вашей стране возможны прогулки, если у вас есть возможность гулять, гуляйте как можно больше на свежем воздухе, катайтесь на велосипедах, устраивайте себе какие-то пикники, если есть такая возможность, съедьте куда-нибудь в лес или в парк, где не так много людей, устраивайте себе пикник, фотографируйте прекрасные пейзажи. Играйте вместе со своими детьми, со всей семьей, делайте какие-то вкусные, не знаю, блюда вместе, читайте, играйте в игры, вяжите, вышивайте крестиком, может быть, я уже сказала, рисуйте или раскрашивайте какие-то картинки, настраивайтесь на позитив, это вам даст только хорошее настроение, и вам будет всем гораздо легче проходить вот эту нашу кризисную ситуацию, в которой мы сейчас вдруг все оказались. Ну и, конечно же, помимо этого всего, нам надо всем быть обязательно бдительными. То есть элементарные правила гигиены должны мы как бы воплощать в жизнь. Это то, чему нас учили с самого раннего детства. Это мыть чаще руки в данный момент. Да, при выходе и входе в магазин необходимо руки мыть влажной салфеткой или каким-то спиртовым раствором обрабатывать. Приходя домой, вытереть входную ручку той же самой новой влажной салфеткой, ручку холодильника, делать влажную уборку. Если вы кого-то встречаете на улице или в магазине, нужно держать, соответственно, расстояние где-то приблизительно 2 метра друг от друга. Не собираться большими компаниями. Больше 10, например, человек в Дании запрещено встречаться, как на улице, так и внутри дома или квартиры. Пребывайте в хорошем настроении. Если ваш фитнес, как и во всем мире, наверное, сейчас закрыт, а вы так любите тренироваться, сейчас очень много всяких возможностей скачать ту или иную тренировку, танцы, посмотреть или как бы перенести эту тренировку на ваш телевизор или компьютер и попрыгать дома, потренироваться. Это тоже будет прекрасно. Заряжайтесь этими положительными эмоциями, и они вам дадут только радость и силы пережить вот эту вот ситуацию, в которой мы сейчас все пребываем. Будьте добры,
любите друг друга, заботьтесь о себе, о своих близких и не о совсем близких вам людях тоже. Если у вас есть какие-то знакомые, пожилые люди, позвоните им, спросите, может быть, им нужна какая-то помощь, может быть, просто поговорите с ними, ведь они сейчас, как никто другой, более одиноки. Ведь они сейчас в группе риска находятся, и им зачастую вообще нельзя выходить никуда. Просто поговорите с ним. Если вы живете в эмиграции, как я, например, подумайте, может быть, у вас тоже есть какое-то окружение, или вы кого-то знаете, или кто-то кого-то знает из пожилых людей. Проявите заботу о них. Ведь часто люди, которые живут в эмиграции, пожилые люди, они не так хорошо владеют приобретенным новым языком, как другие молодые люди. И им, может быть, нужно объяснить или хотя бы перевести те новости, которые у нас идут по нашим местным каналам. Они зачастую смотрят русские программы или русские новости, а они, может быть, не всегда соответствуют тем именно правилам, которые диктуются в нашей стране, нашим правительством. Поэтому, пожалуйста, будьте добры друг к другу, несите любовь в мир. Помните, что красота спасет мир, и позитив спасет мир. И, как всегда, я вам напоминаю, что мы едим, чтобы жить, а не живем, чтобы есть. Давайте объединяться, давайте дружить, давайте любить друг друга, и вместе мы все сможем. Спасибо за то, что были со мной. Я с вами прощаюсь. С любовью, ваша Виктория. Пока!